Добрый вечер всем. Good evening to everybody. Меня зовут Eliseo Bertolasi, я итальянец. My name is Eliseo Bertolasi, I'm Italian. Из Милана. From Milan. В Италии я культурный антрополог. I'm cultural anthropologist. Да, и давно что я занимаюсь с вопросом идентичности славянских народов. And I researched the question of identity of Slavic nations. Я сделал исследование на территории Украины. And I did research on the Ukrainian territories. И уже несколько лет до Майдана. And for several years before this Maidan, от моего исследования уже, по моему мнению, уже было понятно, что следующее событие на Украине уже факт. Что произошло в Украине, это не просто война за свободу, ну как Украина говорят, но это уже было приготовление что-то, которое на последний цель было переворот. That's why what happened in Ukraine, it was not like some type of uprising for freedom or something, but it was a coup. It was overthrowing of the legal government, which was prepared from long ago. От времени Майдана я начинается работа как корреспондент, как итальянский корреспондент от места. Я работал и тоже работаю сейчас для разных итальянских СМИ. Даже from the time of this Ukrainian, what is called Maidan, I start to work as a journalist for many of Italian media. Тоже Pandora TV у нас здесь представитель, который он публиковал Pandora TV, which we have a representative here as Giulietta Chiesa, which published a lot about that situation and including also my materials. И тоже для Спутника. У меня очень хорошее сотрудничество Спутника. For Sputnik Media Unit. Всегда я публиковал мой материал из Donbass. Have published my materials about Donbass. Поэтому я начинался с Майдана до 2 месяца тому назад. Я постоянно был на месте. Like 2 months before this Maidan. Майдан, я был Славянск, Краматорск, Луганск, Майдан, на фронте, Славянск, позиции, Донецк, постоянно. And after this Donetsk events and constantly. Я настоящий, можем говорить, я очевидец от событий Донбасса. I could see that. Вот название моего выступления «Исламизация». The name of my presentation is «Исламизация в Европе. Какие перспективы?» Migration to Europe. What are the perspectives? В настоящее время количество мусульман, проживающих в Европейском Союзе, right now in the European Union, we have 16 миллионов. 16 million Muslims. Однако ожидается увеличение мусульманского населения в течение ближайших лет. Expect the growth of that Muslim population in Europe. Поэтому мы не должны удивляться, если в последние годы if in the nearest future в Европе появился неологизм, термин «Еврабия». So we should not be shocked by the new term Eurabia, you know, Europe and Arabia. Которыми обозначают перспективы развития будущего Европы. It is a pretty good explanation of the European future. Считаю, что в Европе люди ошибочно полагают, что это термином обозначают вызывающие обширные явления мигранты исламского толка, которые направлены на Европу. Some people underestimate the importance of this phenomenon, thinking that these are just Arab migrants coming to Europe. На самом же деле, Еврабия означает полное изменение и перестройку всей европейской части европейского континента в нечто совершенно иное. In reality, it's not just the inflow of migrants; it's a complete refurbishing of the European continent according to new rules in a new way. Это изменение
отразятся на ее демографии, These на ее демографии, these changes will affect the European demography. на ее восприятие собственной истории и культуры, They will affect the European self-consciousness, the way Europe understands its own culture and history. своей цивилизации, своих законов и институтов, своей политики и совокупности всех тех элементов, которые создают ее настоящее и обуславливают ее будущее. So everything will be changed. This European civilization will be changed. Its future will be a different one. В новом тысячелетии проведением ислама в Европе произошло встреча, к сожалению, и тоже столкновение европейской и исламской цивилизации. Unfortunately, what we see is not a friendly meeting of European and Islamic civilization. Это было неизбежно, It was inevitable. поскольку проницаемость европейского общества допускает идею иммиграции людей со всего мира. The new ideology of the European Union allows the immigration of people from all over the world. Естественно, что среди всех других культур лишь ислам мог прийти в прямое столкновение в европейской культуре. But Islam is certainly the biggest outside force, which is sort of colliding with the European culture. По моему мнению, Европа культурно не готова возводить то идеализированную, многокультурную и многорасовую среду, которая была задумана и идеализирована в воображении ее общества. So the European society in its imagination had this rosy picture of a multicultural, multilingual society, and this picture simply could not be true, could not become true. It was not a realistic picture. Причину, по моему мнению, The reasons for this are multiple. как мне видится, основное две. There are two main reasons. Во-первых, Европа не может или не хочет, а может быть даже больше не в состоянии признавать собственные культурные корни. First, Europe doesn't want to recognize and see its own cultural roots. Тяжелым следствием чего вскоре станет потеря собственной идентичности. So very fast Europe may lose its own identity because it doesn't want to know its past. То есть совокупности тех качеств и достижений, которые в прошлом позволили It doesn't want to see its own achievements, which allowed it to become the center of the world. Дойти до такого высокого уровня статуса, который она и до сих пор занимает во всем мире. So Europe just forgot how it got to these achievements, which made it so attractive to the whole world. Главная проблема, всегда, по моему мнению, конечно, состоит в том, что Европа отреклась от своих крестьянских корней. Europe just forgot its Christian roots. This is the main problem. Да. Европа сейчас переживает процесс духовной деградации. Europe is going through a process of spiritual degradation. Отказывается от своей религиозной и культурной идентичности. Europe is shirking its cultural and religious identity. Европейцы переняли не ценности либерализма и индивидуализма. Europeans just refused to have the old values and did not take the new values of liberalism. Я как антрополог думаю, что эти идеи чужды не только в Европе, но и самой природе человека. I'm pretty sure that the so-called liberal values are alien not just to Europe, but to the human nature in general. До той степени, что люди, сопротивляясь им, уходят в нихилизм или начинают искать альтернативы идеологии.
So, resisting these so-called liberal values, people go into nihilism and they start to look for alternative ideologies. Вот, например, мусульмане второго и третьего поколения, живущие в Европе, десятилетиями живущие в Европе, так правильно уходят в радикальном исламе. For Muslims who belong to families where they are second or third generation living in Europe, radical Islam is one of such nihilist ideologies that they opt for. Мы хорошо знаем, что сотни радикальных исламистов из Европы воюют в Сирии на стороне ИГИЛ. We know that hundreds of radical Islamists from Europe are fighting in the so-called Islamic State in Syria. Вот эта проблема не только политическая, It's но not just a political problem. и социальная, It's a social problem и психологическая. and psychological problem. Корни проблемы в The частности roots of the problem, в чем, несмотря на то, что эти люди родились в Европе, despite the fact that these young people were born in Europe, многие из них чувствуют себя маргиналами. a lot of them feel themselves marginalized. В первую очередь, ИГИЛ. Не надо забывать, что ИГИЛ – это идеология, и она очень привлекательна в глазах многих европейских мусульман. So the so-called Islamic State suddenly becomes attractive. Its ideology becomes attractive to hundreds of European Muslims alienated from the European society. Во-вторых, на протяжении нескольких десятков лет Евросоюз During the last several decades, the European Union, по официальной версии в целях разрешения своих социально-экономических трудностей in order to resolve its socio-economic difficulties, the European Union даже стимулировала иммиграцию из исламских стран. stimulated immigration from the Muslim countries. И хорошо тоже вы знаете, были предприняты попытки интеграции мусульман в европейское общество. They tried to integrate Muslims into the European society. Что так считалось, могло бы помочь сближению мигрантов с европейцами. The idea was that migrants could sort of mix with Europeans, and that could be good for everyone. К сожалению, тем не менее, интеграция не состоялась. But integration never took place. Европейцы надеялись, что новоприбывшие Europeans hoped that the newcomers сочли бы идеи демократии, would толерантности, accept the ideas of their so-called democracy and tolerance, плюрализма, равенства перед pluralism. законом всех граждан, независимо от них пола и расовой или религиозной All of принадлежности. these values of the world where there is no races, sexes, everything is same sex, blah, 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 blah. Ну, это ясно, вы все знаем, мы смотрим новости. Но этого не случилось. But of course this didn't happen. The newcomers did not accept this so-called liberal ideology because it is alien to the nature of man. Все эти европейские ценности не были ассимилированы иммигрантами, These so-called European values were not assimilated by the migrants. а наоборот были использованы ими ущерб самих европейцев. They were used against the Europeans themselves. Вплоть до того, что иммигранты приобрели ряд привилегий, которые, например, я итальянец в Италии могу говорить, недоступны даже наиболее нуждающим слоям местного населения. So the newcomers have got a few privileges which are still out of reach for the indigenous population of European countries. Это социальное столкновение, это уже у нас очевидно. We already see it. We already see it. Интеграция не произошло. Integration did not happen. По определению, я так думаю, интеграция – двустороннее движение. Because integration is a two-way street. Это постоянное взаимное сближение. When both groups are moving towards each other. Я не вижу уважения со стороны новопрививших. I don't see any respect from the newcomers towards the European values.
не вижу с их стороны желания ассимилировать европейскую ценность, культуру, несмотря на то, что им дается все то, что может предложить наше общество. And I don't see any movement from Europeans. The newcomers are not accepting the European values despite getting all these privileges, getting everything that the European society could give them. Да, дорогие друзья, достаточно посмотреть, сколько мечтей было построено по всей Европе. It's enough to see how many mosques were built all over Europe. Наша идентичность, я как антрополог считаю, что это один из самых важных вопросов. The identity is one of the main problems. Она является внутренним компонентом нас самих, от которого невозможно отказаться. Identity is something that you cannot get rid of. Поэтому мой вопрос: So my question is, по какой причине нам предлагают отказаться от нее? why, for what reason should we get rid of our identity in Europe? Для чего терпеть такие увечья, что именно мы получили в обмен? What is the payback that we would get for getting rid of our identity? Мы хорошо знаем человека как индивидуума, лишенного своих связей с коллективом, религии, своего круга, традиций, в природе не существует. We know that there is no so-called separate man, a person who would be totally deprived of any links to his colleagues at work, to his family, to his country. There is no such thing. Он может существовать лишь как концепция, как нигилическая идея. Such an individual man without any links to anyone can only exist in imagination. It's some kind of an idyllic image. Которую американцы хотят силой навязать всему миру. But Americans are trying to force this image, this fantasy on the whole world. Совершенные американцы, совершенный индивидуалист. Like a perfect American is a perfect individualist. Для западно-атлантической политической экономической элиты конечной целью трансформации в Европе является превращение ее в так называемый melting pot. Melting pot. Это For the Americans, the aim is to turn the whole world into the melting pot. Melting pot по-английски это плавильный котел. Да, это плавильную чашу, можно по американскому делу, где будут представления разные этнические группы, лишенные какой-либо культуры и традиций. The whole idea is that you just melt everyone and various groups mix with each other without retaining their tradition and their culture. По сути, конечная цель – это создание индивидуума, который представляет собой идеального потребителя. So the aim of this policy is the creation of an individual who would be the ideal consumer and the ideal slave. Без лица, управляемого и используемого именно потому, что он лишен наиболее глубокой части своей природы. This will be a person without face, a person without peculiarities of his own identity. Вот поэтому мусульманская масса стала такой важной и была направлена в Европу. That's why it was decided at a certain moment to stem the flow of Muslim migrants to Europe. Конечная цель проекта мирового господства не просто исламизировать Европу, а разрушить то, что называется европейской идентичностью. So the aim of the people who stemmed this process is not just to Islamicize Europe, primarily it is to destroy something that has been formed during centuries and that we call European identity. Сейчас я закончу. Я не думаю, что Европа легко дойдет до тотального уничтожения идентичности своих народов. I don't think that Europe will soon move towards full destruction of the identity of its own nations. Дрессировки аморфных масс, как то планируют западно-атлантические власти имущие. I don't think all the plans of the Atlantic powers will be realized.
Тем не менее, я думаю, что Европа вскоре превратится в место столкновения цивилизаций. Nevertheless, Europe will soon become the battleground of civilizations. Вот, во время Маркса говорили, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. You know, Marx, in his Communist Manifesto, used this image of the ghost of communism that roamed around Europe. Теперь тот призрак, что бродит по Европе, уже призрак не коммунизма, а радикального ислама. Now there is a new ghost roaming Europe. It's a ghost of radical Islam. Который грозит утопить Европу в начале культурного, а затем политически. So it may sort of sink Europe, first culturally and later politically. Спасибо. Thank you. Спасибо огромное.